Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами, друзья, 31 декабря, сегодня воскресенье, сегодня последний день этого 2023 года. И давайте вместе с вами проговорим и постараемся сделать определенные практики, слова, дела сегодняшний день. Помните о том, что сегодняшний день он напитан достаточно сильной энергетикой, которая идет из космоса. И помните о том, что сегодня одно ваше слово может изменить вашу жизнь. Поэтому далее мы проговорим определенные слова. Все зависит от того, в какой сфере вы хотите развиваться в 2024 году или что вы хотите иметь, приобрести. И вот это слово вам нужно выбрать и проговаривать сегодня на протяжении всего дня. Обращаем ваше внимание, что сегодня каждый человек говорит определенные слова, определенные мысли. И ваша задача сегодня все говорить только в созидательном русле. Почему? Потому что этот день достаточно силен по своей энергетике. Давайте разбираться и посмотрим о том, что же нам сегодня с вами нужно сделать, чтобы в доме, в жизни было изобилие, достаток и благополучие. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 31 декабря, сегодня 19 и 20 лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что сегодня убывающая луна в знаке зодиака Лев до 14 часов 53 минуты по московскому времени, ну а далее переходит в знак зодиака Дева. Очень важно, чтобы вы сегодня проснулись с прекрасным настроением. Даже если вас сегодня беспокоят какие-то проблемы, какие-то неприятности, знаете, если вы будете переживать, нервничать, злиться, ругаться, конфликтовать, эти вопросы не решатся, значит, еще им не время. Поэтому ваша задача сегодня постараться сделать так, чтобы не принимать ту или иную информацию. Вот 31 декабря и 1 января постарайтесь убрать вот тот негатив, который, возможно, идет в вашей жизни. Это очень важно осознавать и понимать. Кроме того, все мы с вами готовимся к Новому году. И очень важно, чтобы каждый из нас сделал последние приготовление. Это касается, конечно же, и новогоднего стола. Позаботьтесь о том, чтобы ваш новогодний стол был действительно праздничным, изобильным. И многие люди не стараются сегодня готовить очень много продуктов питания, там салаты, всякие горячие блюда, там закуски и так далее. Но вы можете сегодня в этот вечер, в эту ночь провести одну простую практику. Вы можете напротив стола установить зеркало, чтобы в нем отражались обязательно все блюда. И вот именно вот такое удвоенное богатство привлечет вашу семью и изобилие, и достаток, и благополучие. Также постарайтесь сегодня, особенно уже после 18 часов по вашему местному времени, и после 18 это неспроста, повспомнить события уходящего года. Постарайтесь вспомнить только какие-то хорошие, добрые моменты. И постарайтесь, знаете, отправить посыл во Вселенную на следующий 2024 год. Например, если в этом году вы уже половину мечты своей осуществили, например, собрали большую часть денег на покупку квартиры, машины, какой-то техники, какой-то вашей мечты, то именно сейчас заякорите и представьте, что вы уже это используете, надеваете и так далее. Кроме того, большая просьба ко всем: перед тем, как начнут куранты бить, обязательно радуйтесь, старайтесь шуметь как можно больше, встречать, кричите слово, например, тоже «Ура!», вы можете радоваться. Очень важно, чтобы в вашем доме было праздничное настроение, чтобы был позитив, вот эта энергия созидания была, энергия творения, энергия радости. Таким образом, вы уберете из вашего дома любую нечисть, любые сущности низшего порядка, потому что они не могут питаться вашим позитивом, вашей созидательной энергией. И поэтому ваша новогодняя ночь пройдет намного интереснее, ярче и лучше. Помните о том, что многие вещи зависят только от вас самих.
Также сегодня не забудьте положить в карманы денежку. Желательно, чтобы это было пару крупных купюр, и тогда уже в следующем году вы не будете ни в чем нуждаться. Ну, а если ваши наряды без карманов, то тогда держите деньги в руках, особенно во время боя курантов. Это очень важно. Также постарайтесь встретить Новый год в новых обновках, в новой какой-то красивой одежде. И, конечно же, если вы не можете купить там новое платье себе или новый костюм, тогда хотя бы купите себе, у нас еще время есть сегодня, купить себе какие-то красивые украшения. Пусть это будут сережки или, возможно, это будет сумочка, возможно, у кого-то это будет там заколочка, но очень важно, чтобы вы при встрече нового 2024 года обязательно встречали вот именно с обновками. Пусть это будет одна обновка, но она вас будет вдохновлять, а она вас будет направлять. Также обращаем ваше внимание, если у вас дома есть тапочки домашние, они старые, грязные, также это касается и веника, избавьтесь, пожалуйста, от этих вещей и постарайтесь сегодня купить себе новые тапочки, пусть они будут дорогие, но это будут тапочки, с которыми вы войдете в новый 2024 год. Также позаботьтесь и о своем венике. Веник обязательно должен быть только красивый, только должен быть именно новенький. Это очень важно для вас. Обращаем ваше особое на это внимание. Ну и, конечно же, да, не забудьте всех своих родных и близких поздравить с Новым годом. И не забудьте сделать подарки. Не обязательно делать подарки дорогие, но вы должны понимать и то, что энергия изобилия, она предполагает, что вы умеете делиться радостью, своим позитивом, весельем, добрыми словами, созидательными словами. И тогда Вселенная вам обязательно все приумножит в том виде, на который, возможно, вы даже и не рассчитывали или даже не ожидали. Здесь все зависит, девочки и мальчики, только от вас самих. Если, конечно, вы знаете, что в вашем окружении есть люди, которые вам не нравятся, которые вас раздражают, которые вас обижают, то большая просьба в таком случае, ни в коем случае не приглашайте их в свой дом, не приглашайте в свою жизнь, потому что ни к чему хорошему это не обернется. Также постарайтесь сегодня рассчитаться со своими долгами, кредитами. Мы уже об этом говорили неоднократно. Конечно же, хорошо, если бы вы это сделали бы до 30 декабря, но если у вас этого не получается, обязательно рассчитывайтесь. Даже пусть это будет небольшая какая-то сумма, но таким образом вы рассчитываетесь со своими долгами, и это будет очень важно. Если мы сегодня говорим о бизнесе, и у вас сегодня торговля, вы сегодня в какой-то сфере услуг, то обращайте внимание на людей, потому что сегодня может быть мошенники, сегодня люди немножечко будут, знаете, очень много энергии идет из космоса, из Вселенной, и есть люди, которые не успевают их тело перерабатывать, соответственно, человек начинает делать какие-то гадости, провоцировать других людей, поэтому будьте все-таки немножечко осторожными. Далее, сегодня люди некоторые будут стараться ругаться с вами, спорить, доказывать, требовать что-то. И вот ваша задача быть чуточку мудрее. Это иногда сложно, терпеливее сегодня нужно быть, потому что люди некоторые рассчитывают на какие-то плюшки, что им другие подарят, на подарки какие-то. Но вы знаете, что сейчас тяжелое время, это во-первых, а во-вторых, каждый человек не всегда правильно выставляет свои цели и, соответственно, не добивается того, чего он хочет. Что же касательно здоровья, то в этот день обращаем ваше внимание, уязвим аппендикс, сигмовидная кишка, тонкий и толстый кишечник в целом. Также сегодня могут проявляться какие-то болезни, сегодня могут сниться кошмарные сны и, конечно же, обостряться психические заболевания. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Что же касательно стрижки волос, то обращаем ваше внимание, что в этот день стрижка волос продлевает жизнь.
Также обращаем ваше внимание, постарайтесь сегодня в этот день больше уделять внимание своему дому, родным, близким, благо сегодня воскресенье, и сегодня такой прекрасный, чудесный день. Старайтесь не стремиться выходить без дела, то есть вот лишь бы погулять, походить не стоит. Но если вам что-то нужно докупить какие-то продукты питания, продукты, да, это можно. А вот так лишь бы пройтись не стоит. Да, если это касается здоровья, вы хотите подышать свежим воздухом, или, возможно, вам нужно встретиться с кем-то, обсудить какие-то планы на будущее, да, это обязательно. Также хорошо сегодня зажечь свечу или лампаду и обойти со свечой квартиру или свой дом. Если у вас в доме есть печка или камин, это очень здорово. Будет после 18 часов посидеть у костра, помечтать, повизуализировать, представить себе то, что вы, возможно, желаете и хотите в следующем году. Также не забывайте уделять внимание близким и родным сегодня. Что же касательно общения с начальством, сегодня просто поздравьте с наступающим Новым годом, с новогодними праздниками, но каких-то глобальных вопросов сегодня не стоит решать и обсуждать, потому что ни к чему это хорошему не приведет. Также сегодня не стоит менять род деятельности, вообще не стоит сегодня заниматься вообще как-либо работой. Этот день не предназначен все-таки для работы. Да, планировать можете, обсуждать можете, но вот каких-то кардинальных изменений в этот день не стоит делать. Также сегодня абсолютно неподходящий день для операций с недвижимостью. Что же касательно, друзья, зачатия, сегодня также неподходящий день для зачатия. Любые физические нагрузки сегодня нежелательны, к сожалению, возможен травматизм. И, конечно же, этот день не подходит для каких-то глобальных домашних дел, тоже генеральной уборки, мытья окон, стирки и так далее. Поэтому сегодня ваша задача это на кухне, это новогодний стол, это подарки, праздничное настроение. Не старайтесь углубляться в что-то. Ну а что касательно снов, то вам нужно сны очень внимательно трактовать. Ну а чтобы избежать ложных выводов, вы в обязательном порядке запишите этот сон и посмотрите через время, что же вам Вселенная хочет сказать. Теперь давайте поговорим о том, что же нам сегодня говорит с вами Архангел Михаил в этот день, в последний день, 31 декабря. И вы знаете, выпала карта, которая звучит следующим образом. Решите быть счастливым уже сейчас. То есть, видите, даже карта Таро говорит нам с вами о том, что высшие силы просят вас, чтобы вы стали на путь удачи, счастья, благополучия, радости. И только от вас самих это зависит. Поэтому не стоит зацикливаться на негативе, который, возможно, есть в вашей жизни. Сфокусируйте все свое внимание на созидании, на творении того, чего вы хотите. Впускайте в свою жизнь сегодня радость, удовольствие. Принимайте подарки. Даже если это подарки, сказанные словами, это даже важнее энергетически, чем какой-либо подарок. Также, если в вашей жизни сегодня люди стараются как-то на вас повлиять, что-то сказать не, то не спешите делать выводы. Конечно же, сегодня очень важно, чтобы вы сохраняли положительные мысли и старайтесь сегодня впускать любовь в свое сердце, даже если вам что-то сложно или тяжело. Но молитва, которую мы рекомендуем вам прочитать в этот день, 31 декабря, друзья, звучит следующим образом. Спасибо тебе за то, что помог открыть мое сердце счастью, радости и блаженству. Теперь я хочу видеть все добро, которое есть в моей жизни. Эти слова молитвы очень здорово, если вы еще напишите в комментарии к этому видео и поблагодарите высшие силы, ангела-хранителя за то, что у вас есть и то, что вы желаете. Чем больше вы прописываете сегодня что-либо, проговариваете, тем быстрее это проявится в вашем материальном мире. Обращаем на это ваше внимание. Ну и как мы сказали в начале видео, сегодня нужно сказать каждому одно слово, но обращаем ваше внимание, у каждого это будет разное слово. Почему? Дело в том, что если вы желаете жить с деньгами в следующем 2024 году, с деньгами, с прибылью, с достатком, тогда говорите обязательно слово «финансы». Финансы. Вот на протяжении дня, что бы вы ни делали, улыбайтесь и говорите «финансы». Очень здорово, если смотрите себя в зеркало и говорите это слово. Желательно это делать вслух. Далее, если у вас есть какая-то мечта, и
вы желаете побыстрее ее осуществить, то представляете себе то, что вы хотите получить в своей жизни, и говорите слово «мечта» время от времени. Далее, если вас интересует здоровье, то говорите слово «здоровье», и тогда высшие силы обязательно избавят вас от болезней и улучшат ваше самочувствие. Если вас интересует успех, то говорите слово «успехи», и денежное изобилие обязательно будет с вами в 2024 году. Поэтому вот эти слова обязательно произносите, и обязательно в вашей жизни придут те изменения, которые вы желаете и хотите. Главное, не расстраивайтесь, главное, не находитесь в депрессии, не находитесь в апатии, это ни к чему хорошему не приводит. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 31 декабря. Мы всех поздравляем с наступающим новым 2024 годом. У кого-то он даже наступил уже. Пусть в вашей жизни будет все только самое лучшее. Девочки и мальчики, мыслимых вам и немыслимых благ. А прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ.